Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель. Финал Таргоидов и Таргоидской войны случится уже в ближайшие дни, и фронтиры расщедрились в плане наград за это дело. Что дают, как участвовать и что для этого нужно, обо всем об этом я вам подробненько сейчас расскажу. Начнем с новости Галнета. Титан Кассиха в системе Сол уязвим к атакам. Новость от 12 декабря. Благодаря совместным усилиям антиинопланетных войск, последний из оставшихся титанов Кассиха сейчас уязвим к атакам. Силы сопротивления остановили продвижение таргоидов в соседних с Сол-системах, лишив Кассиха, находящегося на орбите Земли, поддержки. С помощью этой стратегии, которая хорошо показала себя при уничтожении других титанов, защитники получили возможность напрямую атаковать Кассиха. Аден Таннер, особый советник Эйджис, выступил в федеральных СМИ со следующим сообщением. У нас появился шанс раз и навсегда покончить с вторжением таргоидов. На протяжении 2 лет наши пилоты отчаянно сражались, жертвовали своими жизнями и совершали подвиги, чтобы защитить человечество от величайшей угрозы. Многие из них все еще в строю, а некоторые сражались с врагом с момента первого прибытия таргоидов. Поддержите их, если можете. Корабли, оснащенные нейтрализаторами таргоидских импульсов, антикоррозийными отводами и торпедной нанитной установкой стражей, смогут войти в вихрь, защищающий Кассиха, и нанести удар по тепловым стокам Титана, что в итоге приведет к его расплавлению. Пилотам, которые хотят сразиться с Титаном Кассиха, нужно должным образом подготовить свои корабли и присоединиться к битве за Солнечную систему. Сканеры Aegis будут отслеживать урон, нанесенный Кассиха, независимыми пилотами, поэтому пилоты могут не регистрироваться в порту. Звучит, как по мне, все очень воодушевляюще, не правда ли? Но, возможно, все пойдет не по сценарию и случится что-то страшное, зная фронтиров. И напоминаю, что вся информация выходит раньше в моем телеграм-канале, ссылочка, конечно, в описании, в закрепленном комментарии. Ребята, которые там есть, видели все это и уже летали на собранных кораблях под это дело еще со вчерашнего дня, потому что знали все, как летать, на чем летать и что делать. Еще фронтиры завезли цель сообщества с очень щедрыми наградами. На спасательных кораблях Хатнер и Корнваллис можно купить все необходимое для успешного выполнения этой миссии модули. Сканеры Aegis будут отслеживать урон, который независимые корабли нанесут Кассиха, поэтому пилоты могут не регистрироваться до битвы. Пилоты, которые предпочитают пройти стандартную регистрацию, могут сделать это на спасательном корабле Хатнер в Лютон Стар. От имени корпорации, которые спонсируют инициативу, Aegis предлагает участникам следующие награды. Все участники получат ФСД с поддержкой перегрузки гиперкрейсерского режима в заводской комплектации с увеличенной дальностью и скоростью зарядки, также разблокированным экспериментальным эффектом. Они получат по одному ФСД для каждого класса со 2 по 7. Участники должны зарегистрироваться хотя бы один раз для получения награды, то есть хотя бы один раз нанести урон по Таргоидскому Титану. Размер денежных вознаграждений будет зависеть от вклада в инициативу. Стандартные денежные награды, кредиты и арексы, которые начисляются за нанесение урона, также будут доступны всем участникам. То есть вам даже не нужно регистрироваться. И не нужно попадать в определенный топ, там 10%, 25% и так далее, чтобы получить все заинженеренные FSD-двигатели, а просто прилететь и нанести урон по Титану. И на этих FSD-двигателях сразу 2 улучшения: увеличение скорости зарядки и увеличенная дальность. Такое нам с помощью инженеров никак не сделать, так что рекомендую, ребят, поучаствовать. И забыть по поводу инженерки двигателей FSD навсегда. Как вписаться во все это дело? Таргоидских титанов мы бьем, если я верно помню, с февраля этого года. Почти год прошел. И видосы на эту тему выходили. Но вопросов все равно много от людей поступает. Значит, видео смотреть не хотите. Поэтому я подготовил вам текстовый гайд с фитами у себя в телеграм-канале, ссылочка в описании, в закрепленном комментарии. При этом фиты как с инженерами, так и без. А тут в видосе пробегусь вкратце, но тоже все будет понятно. Вам нужен нейтрализатор таргоидского импульса, чтобы пролететь в волну таргоидского титана. Коррозийные отводы, чтобы пролететь сквозь облако таргоидского титана. И еще бы я рекомендовал бы взять теплоотводы, чтобы было более-менее комфортно. Также понадобится нанитная торпедная установка, чтобы бить по тепловым стокам таргоидского титана. По вооружению сойдут обычные АИ-пушки, а модифицированные АИ-пушки, как и все модули, которые я сказал, можно купить на спасательных мегашипах.
Про модифицированное оружие стражей системы Мбуни забудьте, его снесет. Оружие стражей можно брать, и я с ним летаю, но его нужно будет заинженерить у профессора Ремта на сопротивление отключающему полю. Тогда все будет хорошо. По кораблям нужны быстрые корабли, желательно 450 плюс метров в секунду, а то и все 500 плюс. Да, можно лететь на Тай-50, но будет некомфортно. Можно лететь на Кобре, но будет некомфортно. В идеале из больших кораблей это Каттер, из средних Питоном К2, а из мелких кораблей я даже не знаю, что вам посоветовать. Заранее подготовленные фиты знаете, где вас ждут. И внимание, с инженерами и без инженеров, потому что без инженеров это тоже реально сделать. Надеюсь, все ясно и понятно, потому что эту информацию я уже даю который раз, а вопросов на стриме вчерашнем было уж очень и очень много. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока, увидимся в космосе.